Приветствую всех. Продолжаем забытую мною рубрику «Разбор карт». Для начала хотелось бы сказать пару слов в ответ на предыдущие комментарии и людей, которые меня часто спрашивают на стримах. Ну смотри, ты по поводу карт рассказываешь какие там важные точки, важные направления, где и как лучше развертываться, и куда наносить удары. Но при этом каждый раз, когда играешь, редко сам придерживаешься того, что сказал на разборе карт. Отвечаю. Я даю разбор карт не для того, чтобы вам создать паттерн поведения и навсегда объяснить, как тут должно играть. Steel Division настолько уникальная игра, настолько редкая, настолько сложная, богатая и разнообразная, что тут надо постоянно заниматься креативом. Искать разные моменты, фишечки, да. Вот. Я даю вам разбор карт, это как аккумуляция моего собственного опыта, как я вижу эти карты и как я думаю. Для того, чтобы, когда вы начинаете играть их, у вас была какая-то основа для игр разума. Вы должны понимать, как тут можно действовать, и исходя из этого придумывать свои вещи, да, по-своему продвигать свою тактику. Итак, давайте начнем. Первый момент на этой карте важный, это вот здесь. Смотрите. Вот этот флаг, он является красным, но по сути он нейтральный. Что я хочу сказать? Для красного здесь очень легко его брать, вот так заходя в лес, очищая в лес от синего, да, и ставить командира, тогда он ваш. Ну и для синего имеется потенциал для самовзятия. Вот вы съезжаете с дороги, заходите вот сюда в лес, да, вы приезжаете позже, противник, скорее всего, уже будет стоять. Ну, зависит от того, как вы тут орудие поставите или танки какие-то приедут. Ну, в общем, тоже заходите в лес. Это довольно легко сделать. Особенно если у вас вот здесь стоят пулеметы, да, и из леса ничто не вылезает. То, что вылезает, уничтожается. Вот, тяжелый танк здесь вот будет довольно тяжело протащить. Вот, вы забегаете в лес, пересекаете дорогу, выбегаете, и у вас тут сюда возможность пробежать, сюда возможность пробежать, и там дальше можно пробежать. Вот. Как бы все круто, все отлично, много возможностей. Возникает вопрос, что дальше? Вот здесь вы обороняетесь, это хорошо. Вот этот флаг вам поможет это взять. Но вот эти два флага вы точно не возьмете. Вот, и поэтому, как правило, а красный совершенно не имеет никаких возможностей здесь ничего сделать, потому что синий флаг не берущийся, да, в город можно забежать, но там вон клифф, и с этого клиффа будут постреливать, и вас довольно легко выбьют. Поэтому ни одна из сторон, как правило, сюда не вкладывает большие очки. Да, то есть поставить оборону легкую, да, занять точечку, высадить сюда огнеметчиков, попробовать отжать на какое-то время флаг можно, но вкладываться по-серьезному никто не будет, скорее всего. Так, включаем, двигаемся дальше. Ну вот, включаем рисовалку. Вот этот клифф. Вот видите, да, с него будут стрелять. Так, выключаем, передвигаемся, стираем. Теперь здесь. Здесь у противника слишком близко респ, поэтому флаг, скорее всего, вам не удастся взять, да. Он сразу зайдет в лес, выставит орудие, сможет сюда пробежать и даже сюда пробежать. Синему игроку, даже если он вот так вот все это здесь держится, да, то есть вам надо будет оборонять вот здесь, вот сюда наступать, да, здесь везде защищаться. В общем, будет тяжело, поэтому эти два флага вы вряд ли возьмете, да, вот. Эти флаги не берутся практически никогда. Так, включаем, перемещаем. Теперь что у нас здесь? Выключаем. Мы имеем пару флагов и город. Да, опять же, орудия на дороге, снайперы, тяжелые танки, ПВОшки. Все это здесь можно использовать. Но опять два флага. Да, один четко красный, другой четко синий. Кто удержит город, тот и берет преимущество.
скажем так, в поле можно прислать любое количество техники, там пушек, ПВОшек, все это будет уничтожаться. Кто больше очков влил, тот и выиграл, да, более правильную комбинацию сделал. Тут и если вы притащили тяжелый танк, артиллерию и пехоту, разведку, но забыли ПВО, вас тут просто разутюжит сразу же. Так что поле выигрывает тот, кто больше вкладывает. В данном случае по одному очку есть более сладкие места на карте. Вряд ли здесь будут вкладываться много. Но со старта ждите пушечка, снайперы, огнеметчики, какие-нибудь эрзац-трупины. Это все в полный рост. Так, вот здесь вот. Включаем. Две точки, они обычно перестреливаются. Ни одна из сторон не будет здесь, скорее всего, делать какие-то либо действия. Причина вот этот вот клифф, вот эта возвышенность. Да, здесь много растительности, откуда можно спокойно постреливать пушками, пехотой, пулеметами, танками, как угодно. Главное, вижен есть, да, что происходит, можно из самолетов ударить, а противнику ПВОшки спрятать просто негде. Да, обычно куда-нибудь сюда ее ставят, ПВОшечку, да, вот так вот, потому что ее не видно. Но ПВОшечка вот здесь вот, только если это 8-8, вас защитит от атаки вот сюда, да, вот бомбить если будут. И то вряд ли. Скорее всего, может отбомбиться и улететь, смотря какой самолет. Почему сюда не атакуют? Да, почему не атакуют синий, например? Бывает же такое вот резкие въезды, тут взять этот флаг, да, сюда пехоту, попытаться напрячь вот этот флаг. Отлично, просто отлично. Но, во-первых, противник будет заезжать с двух сторон, и вам оборону везде не выстроить. Во-вторых, вот этот клифф, с него будут постреливать, что будет вам затруднять подкрепление, да. Ну и необходимость выстраивать довольно широкий вот здесь оборону и здесь оборону. Да, еще как-то вот здесь вот защищать. Поэтому, как правило, противник не будет сюда особенно ломиться. С другой стороны, почему красный не бьет, да? Вот так заломиться и взять флаг. Ну, потому что, как правило, где-нибудь здесь вот стоит пулемет, и вас рано или поздно выбьют. Пробиваться дальше смысла нет, там практически близко респ. Вот эти флаги редко когда удается удержать. Опять же, сверху вас будут стрелять, отсюда вас будут стрелять, да, удержаться здесь будет практически невозможно. Так что ни одна из сторон особой агрессии на этих позициях проявлять не будет. Теперь главная позиция на этой карте. Что я имею в виду? Смотрите, у нас вот эта вот возвышенность, она вообще ключевая. Если красный игрок теряет эти два своих флага, он теряет не просто два флага. Он теряет вот этот всю инфраструктуру, весь свой поддержку, ПВОшки, артиллерия, что там еще бывает, да, какие-нибудь снабжения, все, что он здесь держал, а он держит здесь довольно много всегда, вот, он все это теряет и вынужден это дислоцировать где-нибудь вот здесь, защищая вот эти вот флаги. Обратно атаковать будет невероятно сложно. Дело в том, что вот смотрите, вот здесь у вас стоит ПВОшки, да? Вот так представьте. Где-нибудь здесь стоят ПВОшки. Ваши танки атакуют вот отсюда. Вот он заехали, танки стоят где-нибудь здесь. Отсюда налетает самолет, наносит удар, тут пехота, танки, без разницы, да? Разворачивается и уходит. ПВО будет стрелять их минимум времени. Прям минимум. И они точно уйдут. При этом нанесут довольно серьезный урон вашей технике. Особенно обидно потерять вот эти два флага. Это потому что вы теряете вот эту вот оборонительную позицию, и враг может начать активные действия сюда. Вы теряете вот эти позиции, и враг может начать действовать вот сюда. Да, и вы, получается, сидите вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь у вас пехота будет сидеть.
а враг будет вот отсюда вас расстреливать. И при этом он будет иметь возможность бить и сюда, и сюда. То есть вот этот флаг забрать, этот флаг забрать. И раз, два, три, 4 флага у вас отнять. Даже если вы на той стороне заберете 2, вам не компенсирует это проигрыш. Так, что у нас по поводу красной стороны? Теперь, если красная хорошенько ударила, да, прошла, забрала вот эти 2 флага, что возможно, опять же, начинаются проблемы у синего, но не такие большие, как у красного. Красный может продолжать удар сюда наносить. Да, сюда он пока удар наносить не может. В чем сложность для красного? Красному нужно защищаться вот так вот. В этом случае, да, если он вот туда пробегает. Выстраивать оборону. И выстраивать оборону вот здесь. Потому что вот подкрепление и вот подкрепление. Слишком большой фланг. То есть у синего практически всегда есть дорога назад в игру. Слишком много приходится контролировать красному для того, чтобы не пустить обратно противника. Вот, поэтому я бы сказал, что карта больше для синего, чем для красного в данном случае. Но в случае, если вот, скажем, красный все-таки смог защититься, да, то вот из этого лесочка теряется возможность Fire Support использовать, огневую поддержку, да, и вот этот еще флаг упадет. Вот этот флаги, как правило, не берутся никогда. Они очень плохо расположены, очень сложно. Ну что, по поводу огневой поддержки, опять же, да, если красный выставился вот в оборону, занял здесь все, то у синего огневая поддержка будет вот здесь и где-нибудь вот здесь, что практически закрывает игру. То есть, да, невозможно обратно камбэкнуться, но слишком много приходится выстраивать обороны. Вот здесь вот довольно жирно придется защищаться, здесь. Плюс вот так вот ехать подкреплением, да, или даже вот так вот ехать подкреплением, это очень далеко. Противнику здесь ближе. Поэтому и я бы считал, что вот этот флаг, он тоже сложно берущийся и на время. Поэтому противник говорит, вот так будет защищаться. А значит, и этот флаг защищен. В общем, красному на этой карте сложнее. Теперь, так, включаем, двигаемся ближе. Что у нас по поводу вот этих вот респов? Так, включаем рисовалку. Удар синего вот в этом направлении, в случае, если он как-то нейтрализует вот эту группировку, скажем, пехотой на пофиг, да, пробежать, забраться вот отсюда. Далее остается небольшое поле, которое надо пробежать. Его можно либо проехать, либо, то есть пешком пробежать, да, в случае у вас успеха. Направление неплохое, перспективное, но встает вопрос, как быть с этой позиции, потому что с этой позиции вас будут простреливать. Но вообще много раз видел, что сильные пехотные деки делают вот такой удар на вылет, да, забирая этот флаг и заставляет танковые деки, ставя его в тупик на самом деле, потому что забрав вот эти 2 флага и контролируя 2 города, потом уже выставляется здесь, и игра полностью закончена. Это мув возможный, если у вас есть какая-нибудь офмапка со старта, да, ударили сильно, заофмапили, там на той стороне можно все потерять при этом, забрали здесь и выиграли. Но очень опасно, очень сложно, вам негде будет держать огневую поддержку, потому что могут бомбить. Обратный удар красных против синих опять затруднен, потому что вы дойдете вот отсюда, этот флаг вы, скорее всего, не возьмете никогда, даже если пробьете насквозь, да, и для вас это будет иметь довольно ограниченное воздействие на игру, как по мне. Теперь важное развертывание, смотрите, развертываетесь, если вы вот так вот, можно проезжать вот сюда,
или вот в эти домики хотя бы огнеметчиков разгрузить. Это позволяет, вот видите, тут прямая дорога. Как правило, здесь стоят какие-нибудь ИГшки или сорокопятки, которые мешают грузовикам ездить, или вообще приезжают сюда какие-нибудь там ПТРС и пытаются вас разгрузить. Вот эта вот дорога будет довольно безопасная. Вот эта вот дорога довольно безопасная. Поэтому советую пользоваться. Вот эти вот кварталы недооценены. Они важные. Хотя, опять же, важные не значит, что вы там будете бегать, да? Надо контролировать вот эти два флага одновременно. То есть приехали, разгрузились вначале, хорошо. Вот. А воевать здесь довольно тяжело, пока вы не контролируете клифф. Ну что, на этом мое видение данной карты закончилось. Надеюсь, вам понравилось. Карта предрасположена к красному игроку. Синему игроку здесь сложнее, но это не значит, что он обречен. Ой, наоборот, да, карта предполагает к синему игроку, к красному игроку сложнее, но возможность красного игрока играть существует. У него немножко лучшая позиция слева получается. Вот, но в целом, конечно, да, синий здесь будет доминировать. Спасибо за внимание. Увидимся на следующем видео. Пока.